бонусов накопила. У меня в руках Нави-карта от Тинькофф. Уникальный дизайн, автографы КС игроков и особая кэшбэк-система. Именно с ней вы можете копить и обменивать бонусы на игры, технику и внутриигровые предметы. А еще здесь есть специальный слот не только под ваше имя, но и никнейм. Создай свою Нави-карту от Тинькофф. Ребят, всем привет! Это влог на канале Navi Wild Rift. И я как бы выступаю в роли хоста в непривычном для себя амплуа. Вообще оператор Нави, но так получилось, что слотов для медиа нам не дали. И меня зарегистрировали как тренера состава. И таким образом я смог попасть сюда. Так, собственно, сейчас я направляюсь в отель. Это мой трансфер из аэропорта. ESL меня встретил, закрепил за нами, за составом, отдельный вэн, который будет нас возить везде в арену. У нас там вроде бы тоже будет прямо там практис-рума. И любые вообще перемещения по Стокгольму мы будем на вэне номер 5 с нашим постоянным тоже водителем. Перелет был не супер гладкий, потому что на стыковке во Франкфурте нас отправили не туда. Из-за этого много людей вообще не успело на рейсы свои. Я, к счастью, успел в 10 минут до окончания посадки залететь. Тут довольно жесткие ограничения с ковидом, то есть все ходят в масках, это понятно, это как бы дефолт. Но мы сейчас приедем, и мы сидим день в отеле, так называемый бабл. И завтра в 8 утра нам нужно поставить приложение, что-то там с ковидом связано, с тестом. И к нам придут в 8 утра делать тест каждому в номер, чтобы убедиться, что с нами все окей, и тогда после их результатов мы можем уже свободно видеться с командой, перемещаться. Еще маленький момент, который хочу сказать, это очень приятно и вызывает улыбку всегда, когда вас узнают в аэропорту пограничники на любом паспортном контроле. Просто, ребята, вот такую худи покупайте с таким логотипом, и будет вам счастье, будете все быстрее проходить без лишних вопросов и получать респекты от сотрудников аэропорта. Так, ребят, ну что, меня только что завели в номер, двое ребят из Riot, и как бы сказали: все, чувак, ты в бабле. Оставили какие-то минимальные тут приколы, вот, даже с никнеймом. О, не, ну вот это просто за это лайк. Ну это же просто лучший напиток в мире, еще и какой-то лимитированный вкус, которого я даже не видел никогда. Давайте покажу минимальный рум-тур. Что, здесь мы наблюдаем, собственно, кресло непосредственно, две кровати. Ну, номер достаточно большой, есть телевизор, реально для одного даже, ну, с избытком. Кстати, это тоже прикол, мне не дали карточку, и у меня просто от киевского метро нормально отрабатывает свое. Ну и давайте еще покажу немножко вида из окна. Как-то так. У меня 8-й этаж. В принципе, неплохо. Всем доброе утро, это второй день. Сегодня у нас уже в этом отеле, в Швеции. Только что приходили, взяли тест у меня. Еще вчера по определенным обстоятельствам ребята, 4 игрока и менеджер, не смогли успеть на пересадку свою. И поэтому они прилетают только сегодня в 12 часов. Так что, надеюсь, им тоже по прилету не скажут садиться на карантин, просто возьмут тест и к вечеру уже сможем увидеться, поснимать видео и провести время вместе. Пока сидим по номерам, решил глянуть, что тут есть вообще по доставкам. Открыл Uber Eats, и мне он рекомендует вот такое заведение с неплохим рейтингом, с вьетнамской едой, которая мне нравится. Выбрал здесь пару позиций. Вот какой-то суп Бум Гао. И еще Бунсейт, это как вок. В сумме получилось с доставкой со всем этим 269 шведских крон. 100 крон это 10 евро, то есть получается примерно 25 евро. Так, ну как-то так это все выглядит. Вот это все наполнение нужно в суп поместить. Это отдельно как бы ингредиенты, там перец по вкусу, лапша, зелень. Это бол. Это, как я понял, комплимент от ресторана был. Пожелайте приятного аппетита. 75 minutes. Why so slow? You can add speed.
It's still slow for me. Put like 6 or something. Stop. Okay. Okay, this is You need to start running. Yeah. 7 kilometers. Go with. Базовое упражнение. Well, how big boss? Вот не, серьезно жестко. Все, заслуженный отдых. Всем привет, меня зовут Кирилл, я капитан команды Na'Vi, Wild Rift, игровой ник Hydra, игрок позиции AD Carry. Чем занимался до Wild Rift? Да я ничего не делал особо, играл в ПК-лигу. Ждал Wild Rift, наверное. Я играл на позиции AD Carry тоже. До ПК-лиги я играл в Arena of Valor. И мы там играли тоже компетитив. Мы вышли на LAN, я не полетел там из-за обстоятельств. И, в принципе, все те, кто сейчас находится в топе Wild Rift, это игроки Arena of Valor. В каких командах? Где участвовал? Какие ачивменты? Да это было уже очень давно, я уже старый. Последняя моя команда была Team Empire. И после Team Empire мы сыграли сплит, провалили его. И после этого я как-то забил на компетитив. Решил то, что больше не хочу играть именно 5 на 5. Пошел заниматься делами IRL. Потом вышел в Wild Rift, и я решил попробовать. Когда ты начал играть в Wild Rift? С момента выхода, приблизительно где-то год, я начинал с азиатского сервера. Как добрался, как долетел? Как вообще отель, организация турнира? Мне купили билет, получается, ESL. Сначала я вылетел из Милана до Франкфурта, из Германии, потом в Швецию, в Стокгольм. Отель 4-звездочный, номера очень уютные, хорошие, комфортные. По пракам, мы пракаемся в отеле. Сейчас вот мы приехали на студию, DreamHack Studios, так называется. Готовимся к завтрашнему дню. Alright, so what we're gonna do now is we're gonna have a bit of fun. Do you have a team signature move? Not really. Not really, alright. So, what do you guys, is there a gunner here? Like... Who's that? Who's the gunner? You? I've been working like 3 jobs. Probably why I never see ya. Probably why I never have time for the fake friends that won't be ya. Oh God, I've been running now. Up early when the sun is out. Not setting out my own soul, but those real ones, they coming out. Oh look who's reaching out. Old friends wanna feature now. They don't work, so they need it free. Ooh, they reaching out from the west side of that old town, but there's no show, so I go down. Как твой путь в Wild Rift начинался? Сразу ли ты апнул максимальный дивизион? Мы в Wild Rift, как я уже говорил, все те же игроки с Arena of Valor. Там создали Discord-сервер, все уже между собой знакомы, все играют с Азии. Потом открылась Европа, все начали там потихоньку играть. В принципе, так и сформировалась, наверное, про-сцена. Игроки начали стакаться, кто между собой более-менее знаком. Все, кто хотели друг с другом поиграть. Мы собрали первую команду на тот момент. Пошли играть турики, и команда довольно неплохо выступала. На тот момент на миде у меня был Вехас, он сейчас играет в команде GameLord, мидлейнер. На топе у меня был Redemption, он АДшник геймлордов сейчас. В лесу у нас постоянно какой-то рандомный чел был +1, короче, мы постоянно не могли найти лесника. И на саппорте у нас был Denalians, это мидлейнер команды Unicorns of Love. Ну, примерно топ-3 Европы мы были на тот момент занимали. В топ-3 мы постоянно попадали, да. Как ты попал в Na'Vi? Ну, я помню, на тот момент сделали анонс первого турнира Origin. Первый месяц мы играли еще как от Новы. Потом нам пришла информация, что Новы 2 состава, они уходят в Азию. То есть они могут выбрать только одну команду, участвующую в официальных турнирах. Они выбрали азиатский регион. И поэтому нас, грубо говоря, отпустили. Там у кого-то заканчивались контракты, меня просто отпустили. Ну и в СНГ все друг с другом знакомы, как обычно. На тот момент
у Нави была русская команда а-ля топ-10 Ориджина. Мы в июне заняли топ-2 Ориджина, первые заняли UOL, но играли мы уже с другим мидлейнером, потому что нашему... Там вроде 16 можно было играть, а на тот момент нашему мидеру было 15. Мы взяли другого мидера, провалили гранд-финал 3-2, то есть мы заняли топ-2, и потом как-то получилось так, что мы связались с Нави как-то совместно и думали, что делать, короче, после Новы. Думали, какой аргу идти, какой стак собирать. В общем, решили то, что я, Гризли и Векс из Новы, мы будем играть втроем, но не знали, в какой арге или в какой команде. И получилось так, что мы связались с Нави, поговорили, всех вроде все устроило с обеих сторон. Я забыл, как Эш пишется. Смотри, как слушать вот так. If you don't bring them, we'll just use a pair of these. Everyone else who wants a pair of these, please take them now. I think I have. Okay. Otherwise, on the sheet of paper, you'll have everyone's IDs next to a number, and the number corresponds to the phone that you're already logged into. So please see which number's next to your name. Dragon laner and then mid laner. So whichever side you're on, support's on the left, Baron laner's on the right. Какие у тебя впечатления от встречи с тиммейтами? Ты их впервые в жизни видишь? Да, с тиммейтами увиделся. Прикольные ребята. Также еще увиделся с Unicorns of Love. Мы их там встретили с пацанами. Я, кстати, летел вместе с мидлейнером Рикс, Снич, с лесником Рикса Doom и с АДК френдом вместе. И с тренером Музилой. Я с ними встретился во Франкфурте. И оттуда мы вместе долетели до Швеции. Удалось ли тебе пообщаться? Какие у них предвкушения, какие у них ожидания? Да, я с ними пообщался, они очень приятные ребята. Они мемят нас, говорят, по ходу Нави, в Сингапур полетят, так как анонсировали чемпионат мира по Вайлдрифту, который пройдет в ноябре. Как собиралась команда? У нас мы пришли с Виксом, то есть мы планировали 100% играть вместе. Должен был еще быть Гризли, но то есть ему пришло 2 инвайта, то есть у него был выбор играть либо с нами, либо пойти в Йоло потраутиться. По результатам скримов, видимо, я не знаю, он выбрал другую команду. Нам пришлось добирать, нам нужно было искать топпера, мидера, саппорта. Мы попробовали кучу топперов. Мидера мы взяли Дона сразу, потому что у него есть competitive experience. Сцена не настолько огромная, чтобы можно было прям траутить кучу игроков, смотреть, кто сильнее. То есть, когда тебе говорят в Вайлдрифте, вот эта позиция, ты знаешь на этой позиции там 5 игроков, типа самых топовых. И остальные by far хуже прям вообще. В Вайлдрифте еще существует проблема то, что когда вы играете СНГ-турнир, вы играете против русской команды, вам хостит всегда ру-сервер. И поэтому, например, Дону и Виксу, так как они живут в Европе, они играют 100-120 МС, это вечная проблема. А если бы у нас еще был там топпер, бург, плюс саппорт бург, это там вообще было бы неиграбельно. То есть у меня нормальный МС, у них там по 120, против русских, у которых по 5 в Москве. Там вечный гранд-финал, но это сильно решает. Коуч предложил потраить саппорта, я приблизительно посмотрел. После Гризли, на самом деле, было довольно тяжело выбрать саппорта себе. Вот как-то так собралась команда, мы начали тренироваться. Первые скримы все были просто... Я уже как бы и с Нави договорился, то, что мы будем играть, и я смотрел результаты, и я думал, а зачем это все надо, потому что не хочется представлять типа Тир-1 организацию с супер дерьмовыми результатами. Но все-таки как-то все пошло потом получше, мы начали импровиться, результаты стали лучше, и я подумал то, что из этой команды реально можно сделать S+ команду. Начали играть, понемногу тренироваться, готовиться к Ориджину июльскому. Тогда июль-август, да, нам нужно было отыграть, и мейн-цель была попасть в Швецию. Ну вот, мы здесь. He's playing good? He did nothing so far. Okay. Oh, nice club, easy cut. Easy. Oh, jungle got. In jungle, Jax or Master Yi? Oh, Jax. No, I would rather Shyvana. AFK. I would rather AFK. So we gotta do it now because he's waiting. Mr. Interview Enjoy. Man.
Все довольно жестко трайхардят. Я общаюсь с многими командами, которые прилетели сюда. Ну, практически со всеми, наверное, кроме трайбов. Все играли на буткемпе довольно много часов. Все там, у всех есть коуч, который очень много проводит работы, чтобы победить на этом турнире. В принципе, это получается самый важный турнир года, если не считать Worlds. Что ты можешь сказать о формате турнира? Ну, по формату турнира можно сказать одно, что будет Робин раунд, то есть мы будем играть со всеми командами Best of One, и в итоге вылетает одна команда. И остается четверо, и эти 4 команды проходят в полуфинал. В полуфинале у нас будет Best of 5, и финал будет Best of 7. Но это LAN-турнир, здесь может произойти все, что угодно. Я видел миллион турниров по разным играм, где та команда, которая проигрывает просто в пух и прах на всех скримах, они побеждают, там стомпят на турнире. Поэтому LAN-турнир — это всегда, я считаю, coin-flip, и здесь может произойти все, что угодно, учитывая то, что это Best of 1, любая команда может здесь выиграть любую. Вышел недавно патч, выпустили новых героев. Что ты можешь рассказать об их использовании на турнире? Ну, прежде всего, на LAN-турнире Бранд Нуну, то есть вот эти два новых перса, они не будут доступны. И также не будет доступен Варус, еще один какой-то персонаж, но я не помню. Эш, да, правильно. Бранд Нуну, они очень сильные персонажи, и они багованы, и из-за этого, наверное, их и забанили. На каких героях ты собираешься показывать перформанс на этом турнире? Базовые пики, получается, Ари, Диана, Twisted Fate, там, может, и Релия как-нибудь залетит, не знаю. Кого ты ставишь фаворитами этого турнира? Фаворитом? Да я не знаю, я думаю между Риксами, это которые трайбы, и геймлордами. Понятное дело, те команды, которые прилетели на LAN, все игроки довольно скилловые, то есть есть игроки, которые немного, то есть по микро проседают, но у них макро посильнее. Есть чуваки, которые там они драфтят изначально себе героев на линию, зная то, что, например, на дабле саппорт будет уходить там чуть ли не с первой-второй минуты, он пикает себе просто какого-то АДшника, который будет терпеть, и они, то есть, для них это окей. Линия не выигрывает игру. Ждешь ли ты выхода на сцену этого мандража? Будешь ли ты его испытывать? Я думаю, нет. Я спортом занимался, выходил на соревнования, поэтому для меня это чувство, в принципе, уже знакомо. Shoes, I worship his Zeus. You not gonna shoot, I'm watching you do the cam base where I'm blocking these fools. I got studio time, I got my watch in the booth. Yeah, they be praying on my downfall. I'm an outlaw, switching full every stance like. Все, ребят, мы добрались до отеля. Сегодняшний день подошел к концу, вот забрали наш ужин. Завтра будут игры. До завтра. Здорово. Расскажи про момент приезда в арену, настрой команды в игровой день. В арену ехать, я думал, будет поближе на самом деле. Едем минут 30, проходим каждый день тест на COVID, после идем в свой практис-рум, настраиваемся. Кто-то играет в соло-кушки, кто-то смотрит телек. А тебе не надо, все равно Браум первый пойдет, можешь после Браума кинуть Ку. Quality invade! Corki no flash, by the way. Yes. Можешь на бот идти, Грейвс. Rengar behind. Rengar ulted, Rengar ulted. The Rift Herald and the four members, count them, of Na'Vi. That shield not holding very long there for Show there, but that is going to be, Show going down, tries to get away, does manage to get the ulti off in time. The charm will come through in the Dawn, so he will go down. So it was a 1-for-1 in the end, and they protected the tower. Драфт у нас был довольно хороший.
исполнение отвратительное. Эмоции у меня, конечно, были бешеные. Первая игра, которую я вышел на сцену, у меня дрожали руки. Я пытался что-то придумывать, непонятно что абсолютно не нужно было. Мне нужно было просто делать то же, что я делал на протяжении 3 месяцев. И после первой игры я поговорил с тренером, он меня немного успокоил, и на все следующие игры я просто старался делать то, что от меня требуется, и уже не переживал и ничего. Был более уверен в себе. Они пришли, они потеряли 10 секунд, линия убила Таверка. Первое, типа, по Т2 я еще могу там плюс-минус оправдать, но вот что это внизу было? На редбафе? That's going to pull Na'Vi across, and that just leads exactly where Rix wanted them, I feel here. There's the pounce coming through, Doom goes in. The dive came through, and it's a good turnaround in the end there. Hydra will get Doom down. They're going to try and turn towards Stitch, and this has actually worked very well for Na'Vi. The Dawn comes in, not quite landing. The charm onto Snitch now. Aggression down on towards that inhibitor. Here comes Doom leaping across. Even look at the damage they can put down on Valhalla, the tankiest member of Na'Vi. Snitch goes gold. Will be able to get away from this one? No! He's going to get locked up under the turret and will fall. Look at Leon. So it's a 1-for-1, but as you mentioned, Leon. No, we just split them up level 1. Level 5 was whatever. This fight we should... Он же не в кусту. Ну вот смотри. Это вижен для куста. Вот. Вот, он уже 100% видит. Вот он, видно уже Казикса, 100%. Нет, смотри, потому что он получил 5-й уровень, и Казикса нет на карте. Естественно, они пойдут ботвейн давить. Мы, в принципе, получали тех героев, которых планировали. Враги двигаются по карте намного лучше, чем мы. Забирают все, что хотят. Даже в те моменты, когда мы могли контестить какие-то объективы, у нас это не получалось. Языковой барьер, он существует, потому что в команде мы разговариваем в TeamSpeak все по-английски. Могу лично за себя сказать, я не могу запланировать какое-то действие наперед во время игры и точно описать его, что нам надо делать. Я могу сказать только примерно. Люди, которые, конечно, понимают в игре очень много, они, конечно, поймут, что я от них хочу. Но кто-то, собственно говоря, за счет вот как раз-таки вот этого барьера в языке не сможет понять меня. And their team fighting is pretty stable. That's a nice depth step coming on through. This is double squishy bot lane, but Vex is coming on through, trying to save the two singers. Zax with the Cullen, but he's going to go very, very low. There's the heroic entrance, but they've already lost a member, and Na'Vi trying to turn this one around. But now we're going to fight. Yeah, Phaeton needs to be a little bit careful though. The cure comes through. The damage is massive, and they're going to be able to CC as much as they want. Phaeton will be able to get away this time around, but Na'Vi have driven into the back line, and the one goes down as the Dawn is left upriver. Will be able to secure a kill, but will be cut down. Lucian is firing. He's throwing a tower down. Oh, the Dawn is in a lot of trouble though. Gets the nice taunt through. Can the members of the team turn up? Yes, they can. And here comes damage. It's a choke. It's a perfect fight for Na'Vi. But Unicorns Love, they're going to lose one right now, and they're going to be chased away. But it's a 1-for-0 trade for Na'Vi. Все было довольно нормально. Должны были супер изи закрывать, но пару микромоментов зарешали, наверное, игру. I mean, they do have all your ultimates up there. And even so, Team Kissner has taken in front. Oh, the unstoppable force on through. They pull out the Kha'Zix. He goes low. He goes down. Acolyte looking for an escape route. Cannot find it immediately, but is trying to dodge, dip, and dive away. Vex needs to be careful as Memorize goes for the heroic save. Will go down, but Acolyte gets away. Let's see if they can escape, because it's a kind of tricky That's a big situation. stun coming on through from the Dawn. And if he can catch one, Ruiz is forfeit. He's going to go down. Galio gets in against 4 members in the knockout, but he's all alone on the other side of the wall. And Memorize is a memory as he gets taken out. Acolyte now the target. He's going to be focused through, tries to jump away. Will be able to do so for the time being. The Cullen can't catch on, but there's so much damage and CZ coming out. Na'Vi don't care. So the pick potential is still there. Look for the fight. The unstoppable force on to the Galio. Memorize though going to turn around with a taunt of his own as the damage comes through. Reese dodging, dipping in and out, but needs to flash to get away. The Culling still landing on the Ari. Acolyte on the side. The Kha'Zix comes through and the damage is decent, but Na'Vi still alive for now. Hydra has to flash away in the end. В последней игре это была игра против TeamQS, мы играли, и я думаю, что если бы в той игре я сыграл гораздо лучше, то мы бы могли ее выиграть чисто за счет меня.
Буду стараться лучше, тем более опыт я получил уже, не буду так волноваться, надеюсь, в следующий раз, и все в этом духе. Мне кажется, абсолютно все игроки могли сыграть гораздо лучше, и это бы как раз и привело нас к победе. Персонально могу отлично за себя сказать, я мог отыграть гораздо лучше, но я не смог как-то особо сосредоточиться на игре, потому что, конечно, на сцену первый раз вышел, какое-то волнение все-таки было, пытался успокаиваться, но сосредоточиться надо было как-то посильнее. Будем обсуждать с командой, что делать дальше. 100% мы будем решафлить игроков, будем смотреть, какие варианты лучше.